Кому ты очень дорог? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, мои хорошие, что я могу вам сказать? Особенно вот эта вот десяточка мечей, как я ее не люблю. Но, тем не менее, многие из вас очень глубоко травмированы. Ну что, здесь даже не нужно быть тарологом, чтобы понять, что меня смотрят мужчины, которые очень сильно разочаровались либо в своей женщине, либо которым вот реально она вставила нож в спину. То есть это такое предательство, предательство любимого человека. Не буду углубляться, ребят, не буду бередить ваши раны. Было тяжело, было непросто, было больно переносить это предательство, но вы выкарабкались. Те, кто сейчас, может быть, находится вот в таком вот настроении, может быть, эти душевные раны еще очень свежие, то вы точно так же, ребята, выкарабкаетесь. Всему нужно немножечко своего времени. У кого-то больше, у кого-то меньше. И опять же, кто-то из вас уже, может быть, понял, кто-то поймет в ближайшее время, что ну реально все, что не делается к лучшему, потому что да, этот тяжелый, непростой период вы-то пережили, но вы понимаете, да, после того, как вы переосмыслили свою жизнь, вы понимаете, что, ну, дальше так не могло продолжаться, да, вы не смогли бы жить с человеком, который вас предает, который обманывает, либо же с которым вы живете как соседи, ну, жили, да. Поэтому вы начинаете как будто прозревать. Вот после вот этой вашей боли вы начинаете просто прозревать. Кто-то из вас поставил такую себе цель заработать побольше денежек. То есть здесь могут быть еще такие планы, ну, глобальные планы, либо покупок каких-то, да, кто-то, может быть, собирает деньги там на квартиру, на дом, на машину, ну, здесь глобальные такие вложения потребуются, и вы не успокоитесь, пока не подсобираете этих денег. У вас потенциал есть. Вы человек целеустремленный, если захотите, ну, вы можете реально горы свернуть. Причем, смотрите, вот этот ваш новый жизненный этап, он-то начался как-то вот у вас, ну, такой волнообразный, если можно это назвать, да, вот когда вы разошлись, когда расстались, здесь у кого-то вот может проиграться, что как позитивные события, так и какие-то неудачи, вот они как-то то хорошо, то плохо, то светлая, то темная полоса. Но все-таки вот белая полоса, она начинает ну, преобладать. Есть рядом люди, которые не, ну просто они не позволят, чтобы вы либо же в рюмочку чая опустились, да, потому что у кого-то из вас были такие моменты, когда, ну, хотелось просто вот горе свое заливать, да. Вам не позволят, есть люди близкие возле вас, ну, это могут быть друзья, родственники, которым вы очень важны, очень ценны. И они не позволят, чтобы с вами что-то случилось. Здесь могут быть даже такие, знаете, в те периоды, когда вам тяжело, больно, тоскливо, здесь могли люди с вами быть, вплоть до того, что вы могли либо часами на телефоне с друзьями, да, вот, либо же дома у вас может быть там близкий друг, либо там брат, сестра, у кого как, могли с вами очень долго задушевно беседовать. То есть эти люди, которые, они ваш очень надежный тыл, это ваши такие очень классные помощники. И вам можно гордиться, что у вас есть такое вот суперское плечо поддержки. У каждого это свое плечо, конечно же. Далее еще знаете что? Кто-то из вас вот решил, ну абсолютно, вот после всего, что произошло, да, вот после передряг, абсолютно кардинально поменять свою жизнь. Давайте посмотрим, с чем это связано. Во-первых, поменялся характер. У кого-то из вас поменялся характер, стали более жестким, более, может быть, даже хладнокровным, особенно к женщинам. Вот женщины – это
это ваш такой очень большой осадочек в душе. И я думаю, он будет еще какой-то период однозначно. Кто-то из вас осознанно решил, что вот после всего, что произошло, буду двигаться дальше всем врагам назло. Вот буду добиваться высот, буду землю рыть, но я буду развиваться, я буду, ну я не знаю, хоть и личное дело открою, да? Вот вы решили для себя, что я вот докажу и всем окружающим, и бывшей даже в первую очередь, что без нее я не умер. Потому что у кого-то из вас могут быть даже такие моменты, что когда вы расходились, вам могли в спину бросать слова, что да кому ты нужен, да, типа ты там под забором будешь валяться и так далее. Так вот, вы докажете всем, и в первую очередь, конечно, ей, потому что она узнает о вас, она будет знать по-любому, как вы живете. И плюс, как бы тяжело ни было, все равно надежда на новую семью, на новые отношения у вас присутствует. Даже у тех, кто сейчас может пребывать в таких вот, ну, не очень хороших внутренних энергиях, в таком депрессивном состоянии. Пусть это будет очень маленький процент, но он есть, что все-таки, а вдруг хоть когда-то, ну, мне повезет и меня будут любить вот в таком плане, да, вот у меня будет семья. Итак, мои хорошие, давайте-ка посмотрим теперь, кому же вы все-таки очень дороги. Итак, я буду рассказывать, а вы примеряйте, переворачивайте под себя. Ух ты, мои хорошие, да вы нравитесь женщинам, вы нравитесь. Смотрите, я сейчас скажу такую вещь. Многие из вас сейчас могут находиться в одиночестве не потому, что, допустим, плохо вам. Ну, не только поэтому. Потому что еще, вот как я только что сказала, да, есть осадок, да, есть боль, да, есть недоверие к женщинам. Но сказать, что в вашем окружении нет женщин, которые вами интересуются, ну нет. Ну, я не могу этого сказать, это неправда. Есть женщины, которые вами интересуются. Другое дело, если вы на них не обращаете внимания. Причем женщины очень разные, разного характера, разного возраста. Более уверенные есть женщины поспокойней. Я бы выделила вот одну женщину, она такая, она более спокойная, она уверенная, она среднего возраста, может быть такая, ну, волосы средней длины, может быть, ну, такая она шатенка, русоволосая, плюс-минус. Женщина, которая вам давно симпатизирует, но вы почему-то на нее не обращаете внимания. И она готова всегда вам подставить свое плечо. Вот как бы вы с ней там не общались, да, вы ее можете как друга воспринимать. Но она настолько вот пылает и горит к вам и страстью, и чувствами. Вы действительно ей настолько дороги, а вы можете даже не подозревать об этом. У кого-то может проиграться, что вы, может быть, даже связаны по работе с ней. Так, еще что? Смотрите, у кого-то мне показано, может даже проиграться, что это женщина по переписке. Потому что кто-то из вас точно общается по интернету, как я вижу. Эта женщина далеко, вы можете общаться по-дружески, просто чтобы, знаете, ну так, общение ради общения, чтобы заглушить свою боль. Она одинокая, да, она может быть где-то за морями, океанами, но она классная, она яркая. Почему вы с ней начали общаться? Потому что вы ее тоже, в общем-то, подсознательно, как мужчина, вы ее внешне выделили. Она хорошенькая, да, она ухоженная, ну, то есть фотографии-то вы видели. Может быть, вы по видеосвязи еще с ней общались. Ну, то есть это женщина такая харизматичная, это женщина, которая очень и очень притягательна. Вы очень дороги, как я уже сказала. Ей бы хотелось, конечно же, общаться с вами не просто по-дружески. Поэтому обратите на нее внимание. И, в общем-то, у вас могут начаться довольно активные, жаркие, такие страстные отношения. Понятное дело, что сначала
это может быть, ну, такой роман, да, вы будете воспринимать как, ну, просто отношения, про брак, пока вы с ней думать не будете. Но, тем не менее, я просто вас предупредила, что есть такая вероятность, что вы можете с ней начать отношения, тем более, что вы очень дороги, она, но она не будет, она то ли стеснительная, да, вот она не будет вешаться на вас. Вот она с вами общается, она наслаждается этим общением, но ей очень хочется все-таки, чтобы вы ее заметили. Поэтому подумайте, у кого это проиграется. Далее, что еще нам покажут? Ух ты! Да уж, да уж. Ну, что я могу вам сказать? У кого-то из вас проиграется, ребят, вы сейчас будете в шоке. В шоке по колено. Мой шок в шоке. У кого-то проиграется, что ваша бывшая только вот спустя какое-то время начинает понимать, что «а ведь лучше-то вас и нет». А никто ее так и не любил и не кружил так, как вы. Никто так не относился. И когда она осталась одна у разбитого корыта, да, одно дело попрыгать по жезлам, покуролесить, да, позажигать. А когда ты становишься никому не нужный, и даже если у кого-то вот прошло уже несколько лет после разрыва, когда она осталась одна, когда у нее начинаются материальные проблемы, возможно, даже проблемы по работе, она начинает вспоминать вас, и у нее появляется ощущение, что вот вы тот самый дорогой человек, которого она потеряла. Ой, так хочется сказать немножко другое слово, но не буду в эфире говорить глупости. Мы же как бы культурные с вами, да? Эта женщина немножко поубавила свою спесь. Она уже не такая звезда, потому что кружить-то некому, любить-то некому, вкладываться некому. И, конечно же, она мечтает, вот если бы произошло такое чудо, и вы проявились к ней, либо как-то вот сложилась так жизнь, ну вы посмотрите, лучше не придумаешь. Вот ей бы хотелось, чтобы вы сами пришли к ней мириться. Но обратите внимание, что вы-то выпали мечевым королем, а вы посмотрите на выражение лица этого мужчины на карте, да? Это исключительно вот ваше отношение к ней. Я думаю, это у многих проиграется, и многие будут плеваться и говорить: фу-фу-фу, чур меня чур, побойся Бога, какая бывшая, да? Но я вам всего лишь озвучиваю вот карта мира, и вот ей бы хотелось, чтобы вот этот вот мужчина, который грозно к ней относится, да, сердитый на нее, чтобы он пришел мириться. Это, конечно, парадокс, это, конечно, что-то из области фантастики, но, тем не менее, ей бы этого хотелось. Она прозревает, она понимает, что вы дороги, но, опять же, дороги, потому что ей хочется дорогой жизни. Вот такой вот парадокс. Кто-то, может быть, прозреет сейчас, особенно те, кто мечтают вернуться, да, потому что тоже такие могут быть среди вас. Вот денежки, ей нужно, чтобы были вы дороги, потому что ей хочется, чтобы опять ее любили, кружили. Ну, дороги в сравнении с другими. Дороги, потому что поняла, никто другой не будет так относиться. Плюс вы будете опять для нее денежки зарабатывать. Вот этого и хочется. Поэтому, мои хорошие, 100 раз подумайте, стоит ли возвращаться к прежним берегам. Давайте-ка еще посмотрим, кому же вы очень дороги. Смотрите, вас очень ценят на работе. Ну, сюда слово «дороги» как-то немножечко, может быть, не подходит, но, тем не менее, вас ценят на работе как хорошего специалиста. Вас могут ругать, ну, начальство, я имею в виду, да, могут там укорять, что ты то не так сделал, там еще что-то, ты не то. Но вот какой вы и как человек, и как специалист, вот вас ценят, а вас берегут. И, в общем-то, ну, не хотят даже отпускать. Вот если вы захотите куда-то перейти, вас могут начальство, ну, то ли отговаривать, то ли как-то говорить: давай я тебе вплоть до того, что там условия работы поменяю, зарплату повышу, премию выпишу и так далее. То есть по работе вас ценят.
Те, кто в форме, ребята, мои ребята, вас точно так ценит ваше начальство, командование, да, как оно там у вас называется, потому что вы тоже довольно такой классный профи в своем деле, вы очень ответственный, вы классный специалист, и на вас можно положиться в разных таких и в трудных ситуациях, каких-то напряженных моментах. И вы всегда можете реально подставить свое плечо. Вот именно в каких-то таких, вот знаете, критических ситуациях вы человек, который вот исключительно как-то молниеносно принимаете решения, а там, где горячо, это вообще, это ну, одно из таких самых крутых качеств, потому что порой вы знаете, да, не мне вам рассказывать, что ну, порой приходится мгновенно принимать решения, и чтобы свою жизнь спасать, и своих там ребят, которые с вами рядом, да. Поэтому вас ценят вот и за вашу смекалку, за ваш ум, за вашу... Ну, то есть очень много у вас качеств, которые ваше командование давно-давно оценила, и вас не променяют ни на кого другого. Возможно, даже у кого-то будет стоять вопрос, может быть, другую часть, там, либо куда-то, я не знаю, там, передислокации какие-то. Ну, вас либо же так, скрипя сердцем, отпустят, либо же попытаются вот все равно оставить пока здесь, где-то вот на том месте, где вы были. Ну и еще напоследочек, кто вас ценит? Вас ценят ваши близкие друзья, приятели, может быть, это коллеги. Это люди, с которыми вы бываете в каких-то теплых дружеских отношениях, компаниях, посиделки. Это могут быть мальчишники, это могут быть, ну, когда, вот знаете, семьями дружат, допустим, да, вот, то есть ваш такой близкий круг, которые очень и очень вам близки, и, в принципе, вы для них дороги, потому что они знают вас как никто лучше. Вот они знают все ваши, возможно, там какие-то тайны, ваши переживания. Ваши близкие знают все ваши слабые места. Поэтому могут и подставить плечо вам, и точно так же они знают, что в любой сложной ситуации вы, как порядочный человек, всегда чем можете, поможете. У кого есть братья и сестры, здесь может даже быть особая связь такая, да? Напишите, у кого это проиграется. У вас может быть такая, знаете, связь, как, ну я не знаю, может быть, как у сиамских близнецов, там, либо у обычных близнецов, что вот они как-то чувствуют друг друга на расстоянии. А вы друг другу не то что дороги, вы порой, может быть, даже вот если приходилось по жизни просто разъезжаться, там, да, у каждого своя жизнь, ну, вы это тяжело переживали. И ваши там, допустим, братья, сестры, вы переживали, потому что одно дело, когда вы вместе, там, у родителей жили, все классно, да, такие дружбаны, а здесь вдруг жизнь вносит свои коррективы, и приходится разъезжаться, расходиться, да, и жить своей жизнью. То есть вы настолько дороги друг другу, что, ну, я даже не знаю, какие слова подобрать. Напишите, у кого резонирует, напишите, вот, действительно вам было тяжело расходиться, разъезжаться, там, может быть, в другое место, в другой город, от сестры, от брата. Вы можете очень часто общаться, даже будучи на расстоянии, вы можете постоянно висеть на телефоне, может быть, по несколько раз в день созваниваться, там, смс-ки писать. Ну, то есть это, ну, такая супер любовь, это сверхлюбовь, такая вот именно кровная. Ну, если у кого это резонирует, то вам есть чем гордиться, в общем-то, и тоже есть кем дорожить. И это здорово. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!